Друзья, всех приветствую, это рубрика 30 дней инвестирования, сегодня уже второй день и будем закупать ту монету, за которую вы проголосовали в нашем телеграм-канале. Погнали! Напомню, что инвестируя на бирже BingX, и вы также можете инвестировать на этой бирже, чтобы получить мерч и остальные плюшки. Также можете посмотреть в закрепленном комментарии все условия. Но в первом видео мы с вами покупали Moonbeam, сейчас он немного просел, покупали на $20, сейчас $19. Это хорошо, я рад, что идет коррекция, мы как раз таки больше монет купим в наш портфель. Напомню, что один день я покупаю ту монету, которую я считаю нужным, тот токен. Второй день у нас идет голосование, где вы голосуете из 3 активов, любой понравившийся, либо тот, который делали анализ. И, соответственно, 50% вырвался у нас Arbitrum, именно его вы выбрали, 80 голосов всего было. Также был Space ID и Blur, считаю очень крутыми монетами, активами. И, соответственно, сегодня будем покупать Arbitrum, расскажу, почему он действительно крутой, кто его создал, по графику, какая цена может достигнуть, поэтому смотри видео до конца. Видим, что курс немного подсел на 6%, это хорошо. И вообще, если говорить об Arbitrum, как и любое другое решение второго уровня, будь то оптимизм, не знаю, Polygon, оно пытается исправить недостатки эфириума. Все мы с вами знаем, что блокчейн это 3 лемма: масштабируемость, безопасность и скорость. И Arbitrum это то решение, которое должно помочь эфириуму. Почему, кстати, называется решение номер 2? Все мы с вами знаем, что эфириум это одна из самых загруженных сетей, особенно децентрализованных приложений. Соответственно, Layer 1 это само, то есть сам эфириум, и поверх разворачивается вот такое решение второго уровня Arbitrum, которое помогает. И давайте с вами посмотрим сразу на график, что он из себя представляет. Все, кстати, кто помнит, когда был дроп, один из лучших дропов, наверное, который я видел от Arbitrum, я в нем не принимал участие, к сожалению, но все мы с вами учимся на каких-то ошибках. И, соответственно, все думали, сейчас цена вырастет и жестко прольется. Все самые крупные блогеры там супер давали прогнозы, что подбирайте до вот таких значений. Я думал, честно, что так будет. Но посмотрите, она дошла до 1.1, то есть даже меньше $1 не уступила и пошло дальше. Это говорит о том, что действительно проект стоящий. Ну, во-первых, почему он стоящий? Если мы разберем команду, вот это соучредители, софаундеры, и один из них, Фелтон, вот слева, он работал в Белом доме и отвечал за технологии, поэтому тут команда достаточно интересная. Видим, что капитализация, в принципе, сейчас, да, некуда капитализации, все это на медвежьем рынке было. На бычке посмотрим, какая она будет, я считаю, что она вырастет ого-го как. Какой-то технический анализ, понятное дело, тут нету смысла показывать, делать, потому что монета только вышла на листинг, но $5-10 на бычке это очень-очень свободно, мне кажется, потому что он может дойти до 50 и $100, прям на очень-очень хорошем булране, когда будет альт-сезон. Если возьмем Twitter Arbitrum Foundation, видим, что здесь почти 700 тысяч читателей, уже недавно заходил, было меньше. И, соответственно, все крутые дядьки, все фонды подписаны на него, поэтому, в принципе, о фундаментальности, я думаю, не стоит говорить этого проекта. Фонды, которые поверили в 2019 году в этот проект, занесли $3,7 миллиона. Это был Seed Round, и, соответственно, из них Pantera Capital, Investors, Compound. И также уже в 2021 году, когда поняли, за что будет отвечать и какую ценность иметь, основным инвестором стал Lightspeed и занесли $120 миллионов. Соответственно, $123,7 миллиона, очень круто. И, соответственно, давайте перейдем сейчас к токеномике, посмотрим, что она из себя представляет. На экосистему Arbitrum всего 1.1 оставили. Individual Wallet это, в принципе, для airdropа индивидуальные кошельки 11%, что неплохо, мы с вами увидели. На DAO Treasury 42%, на команду и фьючер, на будущую команду и советников 27%. В принципе, если на советников и команду 27% нормально. Если бы это было просто на команду, то, конечно, это очень много. И на инвесторов 17,5%. И по словам инвесторам подразумеваются люди, которые взаимодействуют с этим протоколом, возможно, холдят, возможно, стейкают, что-то делают. Это так просто рассказываю, что означает слово инвестор. И им за это еще начисляют токен. Общее предложение 10 миллиардов токенов, сейчас циркуляции всего 12%. Куда дойдет цена, еще раз, если поговорим? Ну, видим, что у нас АТХ была на 1.82. Тут, в принципе, ничего не понятно. Я верю, еще раз скажу, что до $10 это очень-очень свободно на булране. Поэтому эту монету, скорее всего, стоит приобрести, даже если она начнет дальше падать и достигнет своих низших каких-то значений до $1. Я буду, наверное, докупать. Поэтому сейчас стоит приобрести.
именно это мы сейчас на бирже BinkX и сделаем. Наводим кнопочку Spot. Напомню, друзья, чтобы выиграть мерч, комплект мерча, вам нужно также участвовать, быть зарегистрированным по моей ссылке и, соответственно, занять первое место с 20 по 20 мая в обороте именно на споте. И тогда вам вышлют мерч. Кстати, мерч возможно сделать не к 20 мая, только сейчас разработка идет, и там он будет реально крутой, увидите. И вот здесь мы вводим ARB USDT. Покупаю я лично на $20, вы можете приобретать на ту сумму, которая вам комфортна, потому что у каждого свой портфель. Все готово, и теперь перейдем к трекер. Друзья, соответственно, вот вторая часть кода, первая была в моем телеграме, заходите в Binance, вводите его, получаете небольшую часть Arbitrum. Теперь у нас две монеты, это Arbitrum и Moonbeam, по-моему, крутые решения. Просел наш портфель на 5%, посмотрим в течение полугода, в течение там 2-3 месяцев, как будет это все развиваться, буду в своем телеграме говорить. Ну а завтра я выберу тот актив, который я считаю нужным, и послезавтра опять вы будете голосовать. Поэтому обязательно переходите в Telegram, голосуйте. Всем пока.